Среди автомобилистов, тех, кто собирается менять свой автомобиль и покупать новый, и тех, кто только-только совершает эту покупку, впервые поднялась шумиха, так как власти собрались принять законопроект о утиль-сборе на покупку транспортного средства. Суммы там не маленькие, и, совершая крупную, без того недешевую покупку, нужно будет отдать за утиль-сбор от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов рублей. Изначально его планировали принять с 1 ноября, но что-то пошло не так, и теперь говорят, что примут его 1 декабря. Данный законопроект собрал большое количество дизлайков. И давайте посмотрим, действительно ли его примут и как народ вообще отреагирует на это. Действительно ли 1 декабря 2025 года примут законопроект о утиль-сборах на автомобили? Действительно ли его примут? Карта Луна все так завуалировано, все так нечестно, все так неправильно. Вообще карта Луна — это отрицательная карта, но тем не менее примут его как-то хитро. Его примут, но его как-то примут завуалированно, с какими-то, может быть, подачками, извините меня за выражение, для людей, которые будут покупать автомобили. Вот вы покупаете автомобиль и платите за это такой огромный утиль-сбор, а мы вам какую-то плюшечку, какой-то подарочек. Тут еще 18 аркан Луна говорит, на бессознательном уровне люди все равно будут покупать. Либо перед 1 декабря будут значительно покупать автомобили и прямо ринуться в автосалоны, либо уже после, даже когда примут законопроект о утиль-сборах, все равно будут покупать быстрее и быстрее, а вдруг станет еще дороже. Вот здесь вот игра на бессознательном человека. Действительно ли примут законопроект о утиль-сборах 1 декабря 2025 года на автомобиле? Да, 8 жезлов собираются принять, и вполне возможно, что уже подписали, и знают точно, когда этот законопроект войдет в силу. 8 жезлов — это быстрая карта, достаточно быстро, но у нас с вами остался буквально месяц, чуть меньше месяца. Давайте узнаем, как вообще люди воспримут эту новость, как автомобилисты воспримут эту новость о утиль-сборе, как они воспримут эту новость. 7 чаш, я же говорю, будет что-то предложено людям. Они будут говорить вроде бы нечестно, а вроде бы и неплохо, а вроде бы нам какие-то плюшки здесь прилетели. Вот что-то нечестное будет. Люди будут фантазировать, люди будут мечтать, люди будут говорить, ну, я вроде купил дорогую машину, но тем не менее мне вот это вот достается в подарок. Ну, здесь какой-то неравный обмен, скажем так. И 7 чаш, люди еще будут пересудами заниматься, но будут делать это в интернете, не вживую. В интернете проще всего высказаться. Что будут делать люди? Ничего не будут делать люди. Люди повязаны, люди не могут ничего сделать, люди не могут выйти на улицы и устроить митинг, потому что у нас нет свободы слова, друзья мои. Вот такие дела для автомобилистов.